Во второй раз у меня этот датчик уже падает. Да, все провода одинаковой длины, вот они все. Надо было нажать кнопочку. Всем привет! В этой серии я планирую поставить приборы и начать создавать электропроводку для стенда. Перед просмотром видео сразу поставьте лайк, и мы начинаем. Так, в прошлой серии я показывал кнопку включения и выключения аккумулятора, но я от нее решил отказаться и сделать реле включения и выключения вентилятора. Поэтому сегодня нам нужно только доставить последнюю кнопку на стартер без фиксации и установить, соответственно, приборы с датчиками, эти и блок кнопок. Собственно, у меня будет одна кнопка, что-то вроде main switch, которая будет включать одно главное реле, уже от которого будет запитываться полностью вся проводка. Так, начнем с установки кнопки. Сейчас я под нее размечу отверстие, просверлю его и установлю кнопку. После установим все остальное. Сегодня шумно, много соседей, музыка там какая-то у них играет. Заранее извиняюсь за качество звука. 22 миллиметра. Не буду особо мудрить, просто возьму ее в виду. Вот так устроена кнопка изнутри. Контакты, которые перемыкаются, и пружинки, по которым идет питание на подсветку, и все. Очень удачно в моем наборе коронок есть коронка на 22 миллиметра. Не придется ничего мудрить. У меня есть, конечно, сверла по металлу и больше, чем на 22, но коронки намного лучше под деревом. Возьму сразу большой шуруповерт, его удобно держать, и у него есть медленный режим, чтобы не горело дерево. Готово. Теперь мне предстоит доработать отверстия под датчики, потому что, насколько я помню, некоторые из них не очень плотно вставали, наоборот, слишком плотно вставали, и их туда приходилось чуть ли не запихивать с повреждением резьбы. Сейчас займемся этим. Так, я взял два датчика рандомных. Это у нас что? Давление масла. Да, они сюда не то, что просто не вставляются, вообще не вставляются. Сейчас посмотрим. Шире ли резьба, чем в этом месте. Тут 51 и 95. Здесь по резьбе нет. Мне надо каким-то образом сейчас расшарошить эти отверстия, потому что как раз в этом случае фрезы прям идеально подходящего размера у меня нет. Возможно, я где-то пробовал уже расшарошивать, да, я не помню где. Хорошо, я сейчас подумаю, как это сделать, и уже вернемся с готовым
решением и, собственно, займемся расширошиванием. Первый вариант, как я придумал, я взял коронку, которая делает отверстие на 50 мм, а мне надо 52, и взял наждачку 60-ку. Да, 60-ку, вот так вот ее вставил вовнутрь. И попробую сейчас пройтись, таким образом расширошить. Если ее не завернет, она не улетит, то этого должно хватить. Сейчас переместимся на другой стол, чтобы здесь не сыпать на инструменты, и продолжим. Так, одну я вижу сорвало, но у этого шуруповерта не хватает сил. Сейчас я поменяю шуруповерт и еще посмотрю, что получается. Да, он проходит теперь глубже, но, видимо, срезало наждачку и не прошло по всей длине. Но, видимо, вот видно, что она работала до того, как выпала. Сейчас повторим процедуру. Попробую с одной наждачкой в этот раз. Слабо совсем. Да, ну, мало, сейчас сделаю еще несколько и повторю. Буквально немного надо еще. То есть фактически достаточно будет одной проходки, чтобы датчик уже вставал хорошо, без усилия. Извиняюсь, там надо запикать. Пройдусь вот этой уже забитой здесь. Сейчас новое отверстие, потом возьму новую, пройдусь там и в новом отверстии. Ну так, половина отверстия готова. В каждое влазит спокойно и достается спокойно. Блин, во второй раз у меня этот датчик уже падает. Все отверстия увеличил. Вот столько стружки и использованной наждачки осталось. Сейчас это все очищу от пыли, установлю, проверю, что каждый прибор становится как надо и больше ничего не надо дочищать, увеличивать расстояние и так далее. И буду готовить ее к покраске. Так, проверяем, что везде встает и достается. Как будто я установил это неправильной стороной, и мне надо перевернуть. Да, потому что цифры, получается, вверх ногами, и эти будут. Вот это выключено положение, вот это включено. Мне надо развернуть. Так. Да, все встает, только вот это надо развернуть, соответственно. Для этого я сейчас сниму остальное, покажу, что нужно сделать.
Попробую ничего не делая, потому что я здесь сделал проточки, скорее всего, потому что вот эта часть выступает шире остальных. Я так смотрю, она не сильно выступает шире остальных. Давайте попробуем как есть. Если ничего не пришлось делать, прилегание плотное вот по всей поверхности, нигде не топорщится, ничего не происходит. Отлично. Сейчас я возьму саморезы, которые были в комплекте, прикручу их, чтобы после покраски пробились отверстия. Вот это тут у меня замазано одно отверстие. Вопрос, не толстоваты ли эти саморезы, не длинновато ли они, сейчас посмотрим. Они действительно длинноваты, но я потом их заменю на более короткие, если будут торчать. Отвертка смогла закрутить, но выкрутить сил уже не хватает. Нужно помогать руками первый оборот сделать. Панель кнопок снимаем, пасочки снять. И я займусь подготовкой под покраску панели. Это единственная часть, которая у меня осталась недокрашенная. Так, фаски снял. Теперь пройдусь вначале 180-кой, потом 320-кой. Чисто номинально по поверхности, чтобы убрать неровности. И будем красить. Так, первый слой есть, сейчас 10 минут подожду и нанесу второй, потом подожду около часа и не буду наносить лак. Так, это продолжение видео по приборке. Сегодня я буду ставить переключатели, ставить датчики, кнопки и так далее, то есть заниматься заполнение места на приборной панели, работой над ее эргономикой и, возможно, над подключением всех датчиков, всех приборов к электропроводке стенда и непосредственно к двигателю. Итак, ранее мы уже подготовили отверстие полностью под установку датчиков и переключателей. И красили, собственно, приборную панель, поэтому сейчас давайте перейдем к установке. Начнем с блока кнопок. На эти кнопки я буду разводить полностью все, то есть включение, выключение, зажигание, включение выключение вентилятора одного, второго, включение помпы, включение топливного насоса одного, второго. Наверное, все. То есть зажигание, вентилятор 1, вентилятор 2, помпа, топливный насос 1, топливный насос 2. Остается одна свободная, но с ней тогда решим позже. Возьмем штатные болты, которые здесь были, и прикрутим ими. Вот я вспомнил. Включение и выключение полностью электропроводки стенда. То есть одна кнопка включения, выключения, зажигания двигателя. Но при этом все можно оставить включенный стенд, а двигатель заглушить. То есть вот у меня полностью все кнопки будут задействованы. Так, давайте пойдем дальше. То есть тахометр, датчик оборотов. Но это именно датчик, который считает обороты физически. И возможно, да, вот в комплекте магнит. То есть магнит вращается, он их считает. Это не тахометр, который одевается на... Так, тут питание надо будет завести.
Так, поэтому его пока что можно не ставить, потому что надо провести провода питания. Хотя можно их это сразу сделать, тогда я сейчас найду провода питания. Так, вот я нашел провода на питание, черный и белый, тоненькие. Сейчас возьмем. Тут немножко у меня коробка пострадавшая. Сейчас я достану верхний ярус, чтобы взять самые тоненькие. Наверное, вот такие серые. Вот давайте красных. Красная потолще. Сейчас я зачищу провод и поймем сразу. Да, допустим, в серую влезет. Да, в серую влазит. Окей, давайте возьмем серые клеммы. Все это пока убираем в сторону. Работы с проводкой сегодня будет немного. Вот копаешь один, отпускаем второй. Нам тут очень удобно повесили, приклеили наклейку китайцы, поэтому вот черненький провод в минус. Хорошо, все держится. Этот провод потом можно будет вот так воткнуть. Ага, то есть у нас сейчас вот такая проблема. Все, проблема решена. Следующее у нас на очереди это высокотемпературный датчик температуры. Тут китайцы уже заботливо сразу прикрепили фишку с проводами, точнее положили фишку с проводами, которую я неправильно, скорее всего, сунул. Неправильно. Все, надо сильнее. Так, эти не болтаются. Не было видно, как я вот это вставлял. Вот так оно выглядит. Этот датчик температуры нужен для выхлопа. То есть я хочу врезать потом в выхлоп резьбу и закручивать его. Так, где вверх, где низ, непонятно. А вот точки снизу, все понятно. Датчик сюда. Вот здесь стоят наиболее нужные на данный момент датчики. Начнем, пожалуй, с тахометра. То есть сам датчик, инструкция и 3 провода. Давайте посмотрим, что вообще. Инструкция на все датчики. Ну, собственно, вот что нам нужно будет от катушки привести зеленый датчик, зеленый провод к датчику и плюс и минус. Собственно, вот и вся схема. Поэтому я не на 100% уверен, как это будет работать, и по возможности я сделаю, так скажем, аналоговый датчик, который будет считать пройденному расстоянию, то есть по частоте вращения магнита. Ну давайте тахометр поставим вот сюда. Вот эту штучку не накрутить, потому что слишком толстая. Слишком толстая у меня панель. Я их все сохраню, потом, если буду менять датчики или переставлять куда-то, у меня будет весь комплект. Так, идем дальше. Oil Press. Это давайте во второй ряд поставим. Water Temp. Вот это безусловно важный датчик. У нас даже есть непосредственно сам датчик. Вот такой датчик. Интересно, подойдет ли он к одной из моих проставок. Сейчас я принесу, проверю. Да, этот датчик идеально подошел к такой вот проставке, но она на 26, и я, в принципе, смогу заказать такую на 18, если я не ошибаюсь, и использовать этот датчик температуры. Замечательно, убираем его пока что в сторону и ставим датчик. Так, дальше у нас температура выхлопа, температура масла и ratio.
Датчик качества смеси. В комплекте называется «Купи датчик сам». Тут что-то вроде ты подключаешь его к лямбде сам, то есть докупи лямбду и потом используй этот датчик. Окей. Я поставлю его вот здесь. Так, следующий датчик, это будет датчик давления масла. Безусловно, важнейший датчик для четырехтактных двигателей. Я вижу, комплект тут уже поболее. Так, что у нас тут? Так, тут у нас датчик давления масла. Так, как раз таки специально для этих целей я заказал переходник для установки дополнительного датчика давления. Тут то ли резьба коническая, то ли они не совсем подходят. Но он начинает идти, но останавливается. Но вроде как коническая резьба я здесь вижу. Так, 9,79. Да, тут коническая резьба. Поэтому тугенько закручивается, и поэтому тут нет прокладки в комплекте. Хорошо, отлично. Дальше нужно будет соединить все провода с вот этими и подключить их к электросети, то есть плюс и минус. Так, дальше у нас температура выхлопа и температура масла. Так, как у нас будет? Температура масла ничем не отличается от температуры воды. То есть ровно такой же датчик. То есть ровно все то же самое. То есть нужно будет заказать какой-то небольшой переходник под маленький диаметр для установки датчика температуры масла. Он понадобится при масляных при экспериментах с турбиной. Что иначе можно перегреть масло, объем которого небольшой. Установку масляного радиатора поначалу я не планирую, но если масло будет перегреваться, то придется установить. Так, и осталась температура выхлопа. Так, да, температура выхлопа у меня будет дублироваться. Но тут датчик такой уже посерьезнее. Посмотрим, какой я буду использовать. Оба, не оба, один из них это решим позже. Возможно, один будет для турбодвигателя, второй для двухтактного двигателя, чтобы отстраивать смесь более качественно. Если лямбда будет работать не совсем корректно, либо забрасываться маслом слишком быстро. Так, и последние три датчика. Вольтметр. Не уверен, что это совсем нужный датчик на стенде, где настраиваются двигатели. Ну ладно, раз уж я его заказал, тогда пускай будет. Ну и учитывая, что скорее всего вот здесь вот будет вольтметр тоже, так скажем, для красоты и для симметрии. Ну, дальше вакуум и буст. Давайте вакуум. В вакууме уже такой хороший, интересный комплект. То есть, собственно, сам сенсор, который меряет вакуум. Шланг. Фильтр. Осушитель. Как-то так. Да, и тройничок. Вот это все также для турбодвигателей. Так, и последний. Буст. Комплект здесь я вижу точно такой же, как и в вакууме. Шланг, сенсор, провод, тройник и фильтр-осушитель.
Так, с задней стороны нам надо сделать что-то вроде шины, куда придут все плюсы и все минусы от всех датчиков и кнопок. Я даже пока не уверен, как это сделать. То есть обрезать провода или не обрезать вот эти, чтобы хватало их непосредственно до двигателя и до самого стенда. Либо же сделать что-то вроде шины, соединить все, поставить силовую клемму, то есть плюс и минус, именно питание. И другие клеммы уже будут непосредственно под кнопки, под зеленые провода, которые идут к сенсорам и так далее. Сейчас я все распутаю и посмотрим, как это сделать. Да, все провода одинаковой длины, вот они все соединяются здесь. Их можно, конечно, будет вот так собрать и вот так, допустим, уложить. Возможно, так и стоит сделать. Но пока я не знаю, как их закрепить все вместе. То есть сделать одну большую скрутку и все это спаять или все это обжать. Потому что получается слишком много проводов, которые надо соединить. Так, ладно, я сейчас подумаю и вернусь к вам. Итак, покажу, что я сделал. Я сделал вот своеобразную шину. Спаял вот попарно, не попарно, а по тройкам. Вот раз, два и три красные провода от трех датчиков, и сделал вторую шину для черных проводов, для минусовых. И сейчас буду их паять. Потому что я сделаю две шины, скорее всего подпишу датчики, то есть на зеленые провода наклею кто есть кто, и соберу их в кучки, чтобы они уже были более-менее аккуратно. И дальше надо будет остальные датчики и выключатели уже подпаивать к силовым. Не к силовым, да, к силовым проводам, к шинам своеобразным. Пайкой я займусь за кадром, я думаю, здесь нечего показывать совершенно. Потом покажу готовый результат. Так, вот что у меня получается. Я немножко посвязывал провода между собой. Вот подписал каждый из зеленых проводов, чтобы их потом не перепутать. Сейчас я хочу закрепить вот здесь провода, чтобы они уже были на своих местах. И после заниматься подключением вот этого всего дела. Так, вот так у меня пока получается. То есть закрепил здесь и пока что здесь. То есть все провода полностью свободны, они шевелятся, но они никуда не смогут отстраняться, то есть они зафиксированы надежно. Здесь пока не креплю. Вначале сделаю разводку от всего остального, потом уже прикреплю все вместе. Места тут для этого хватает, но сделаю, наверное, по низу. Если буду добавлять сюда что-то еще, то чтобы потом не переносить. Так, приборную панель можно считать завершенной. Спереди она полностью все собрана. Сейчас покажу, как она выглядит сзади. Вот так приборная панель выглядит сзади. То есть я здесь проложил вот так вот все провода. Здесь. Питание здесь. И провода уходят сюда. Дальше отдельно, помимо питания, у меня будут провода сигнальные. То есть вот они. Они пойдут отдельной косой. Сигнальные провода отсюда. Этот, скорее всего, пойдет напрямую. Провод на реле стартера. И вот здесь по одной клемме на включение каждой кнопки. То есть они пойдут вот здесь и вот так. Я пока что сделал только часть по питанию, плюс-минус. Следующим делом я буду делать уже непосредственно все остальное. Но это надо делать уже на стенде, поставив приборную панель на стенд. Давайте сейчас проверим приборную панель. Я подключу по данным питания
и посмотрим, как все светится, светится ли вообще, и как это выглядит. Так, переместились на другой стол. Вот я взял блок питания, уже включил его. Так, у нас здесь 12 вольт, 3 ампера. Давайте подключать. Коричневый это плюс. И, соответственно, это минус. Что у нас происходит? Ничего не происходит. Почему ничего не происходит? Ну, нет, вот, надо было нажать кнопочку «Выход». Так, мы видим, что все приборы засветились. То есть, допустим, этот показывает 11,12 вольт, как и на частотнике. Все остальное по нулям. Вот этот почему-то не светится. Не вижу почему, с него выпала клемма. Все, я ее вставил, он засветился, кнопки светятся. Температура в помещении, ну, скорее всего, правильно. Да, начинает сереть датчик, и он начинает показывать большую температуру. Этот не подключен. Кнопка почему-то не горит. Да. Тут надо поменять местами контакты, и будет работать. Замечательно. Выглядит, конечно, это все тут новогодняя елка. Я такое не особо люблю, но ладно. Так, давайте выключим питание. Сейчас я поменяю контакты. Теперь все, в приборной панели полностью все работает. Все красиво. Сейчас я поставлю ровненько кнопку. Следующим шагом будет установка приборной панели на стенд. Тут для этого у меня почти все готово, но надо закрепить двигатель на траверсе, потому что он сейчас висит на лебедке. После этого можно будет ее крепить. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, серия с приборкой вам понравилась. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Ставьте лайки прямо сейчас и подписывайтесь сразу после просмотра видео. Всем пока!